Сейчас состоится презентация книги «Ради чего, стоит, жить. Начала материалистической философии». Мероприятие пройдет совместно с издательством Института Гайдара. Саму книгу вы можете приобрести, пожалуйста, сзади вас. Стоимость одной книги, вот обратите внимание, 300 рублей. И также эту же книгу вы можете приобрести на книжной ярмарке в лотке издательского дома «Дело Ранхикс». Ну и теперь перейдем к делу. Да, разрешите представить вам профессор философии в Университете прикладных искусств в Вене, автор вышеупомянутой книги Роберт Пфаллер и его переводчик Дмитрий Безуглов. Давайте поаплодируем. Hello, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for the kind introduction. I'm very sorry not to be able to speak in Russian to you, but with the help of Dimitri, I hope that we will establish an understanding here. I am very pleased about the interest in Russia for my book, especially because in this book I have made some observations mainly concerning Western European countries or countries under the influence of US-American cultural industry. I do not know at all if what I have observed can be applied to Russia, if you have the same problems and the same silly politics going on as we have, or maybe if Russia is a noble exception to all of this, and so maybe Russia would be a place where things that Europe used to see as genuine European achievements but forgot about them, maybe Russia is the place where you do not forget about them. Добрый день, дамы и господа. Большое спасибо за доброе представление. Мне очень жаль, что я не говорю по-русски, но надеюсь, что благодаря Дмитрию мы сможем установить какое-то подобие коммуникации. И, честно говоря, я приятно потрясен интересом, который испытывают российские читатели к моей книге. Дело в том, что наблюдения, которые собраны в этой книги, по большей части касаются стран Западной Европы или же тех стран, которые испытывают влияние культур-индустрии, действующей в Штатах и западноевропейских странах. Так что я не могу быть полностью уверен в том, что наблюдения, которые я представляю, отражаются и имеют аналоги в российской практике. И не могу до конца знать, сталкиваетесь ли вы с теми же самыми проблемами и такой же глупой политической ситуацией, которую переживаем мы. Вполне возможно, что Россия окажется как раз благородным исключением из всех тех проблем, которые я указываю в книге. И вполне возможно, что Россию можно будет считать тем местом, которое отражает те самые указываемые исконно европейские ценности, которые как будто бы Европа в отношении себя, к сожалению, забыла. So what I have observed in Western countries, like Austria, for example, and especially in the United States, is that things that used to be regarded as big pleasures, as glamorous, wonderful, joyful things of life 30 years ago, now are seen as suspicious. They are seen as dangerous, evil, and politically questionable. So, for example, 30 years ago, we liked things like drinking alcohol, smoking cigarettes, joking, flirting, driving cars, wearing high heels, eating meat, and even things like freedom of expression. All of a sudden today, on the contrary, we see that these things are somehow dangerous and questionable by political reasons, by health reasons, by ecological reasons, gender equality reasons, or security reasons. So we can say what we used to love 30 years ago, we now hate, and we even call for prohibitions for these very things.
Мои наблюдения в большей части касаются Австрии и еще в большей степени касаются США. И я наблюдал за тем, как вещи, которые, казалось бы, порядка 30 лет назад мы считали большими источниками удовольствия, вещи, которые мы считали радостными, доставляющими нам наслаждение и удовольствие, сейчас скорее вызывают у нас подозрения, мы относимся к ним с опаской, маркируем их как зло или вовсе находим их политически ненадежными. И к этим вещам я отношу такие практики, которые ранее как будто бы нас радовали. И это выпивание алкоголя, курение сигарет, беззаботные шутки, флирт, высокие каблуки, поедание мяса и даже такая, кажется, уже экзотическая вещь, как свобода выражения. И как будто бы эти самые вещи, которые мы находили интересными, сейчас мы определяем как опасные по тем или иным причинам, к которым можно отнести вопросы безопасности, или же вопросы здоровья, или же проблему гендерного равенства и гендерной равнопредставленности. И суммируя, можно сказать, что вещи, которые мы любили 30 лет назад, сейчас мы стремительно начинаем ненавидеть. This is precisely the point where I do not know if you have observed the same and experienced the same change of opinion in Russia, but I'm sure that at least from television, from Western European countries, you will be familiar with this kind of change. For me, as a philosopher who works with psychoanalytic instruments, coming from the city of Sigmund Freud, I think it can be seen as a symptomatic change. It is a very special change of opinion that has occurred here, because it is not a change of opinion that occurs when we learn some new information. So when I have a good friend, for example, and I like him because he's witty and funny and nice, but then I learn that he can never come in time, for example. Or when I learn that my friend, unfortunately, steals money from me or something. A gradual shift of opinion would occur. No? I would have some good reasons in his favor and some other reasons that would go against him. So I would have to balance these two kinds of reasons. And if I loved him, let's say, for 100% before, I would then decrease my love and love him for like 50% or 25% when I have the new information. So this would be a kind of gradual change of opinion due to new information, new facts. И здесь как раз я нахожусь в той точке, в которой я не уверен, что наблюдавшиеся мной феномены вы переживаете в своей повседневной жизни, и вы сталкивались с ними в жизни в России. Но подозреваю, что если вы смотрели телевизионные шоу, которые производятся в Западной Европе, то, по крайней мере, вы знакомы с этим перемещением и трансформацией точек зрения. Я работаю как философ, оперирующий инструментами психоанализа, потому что работаю я и происхожу, в общем-то, из города, в котором родился Зигмунд Фрейд. И перемена мнений, которую я наблюдаю, я склонен оценивать как симптоматичную. И симптоматичность здесь кроется еще и в том, что мы наблюдаем не поступательную смену позиций и поступательную смену мнений, а скорее радикальное переключение. Что я имею в виду, когда говорю о поступательной трансформации мнения, поступательной трансформации позиции? Она может быть вызвана получением новой информации. Скажем, у меня есть прекрасный друг, он умный, прекрасно шутит, у него острый язык и острый ум, но я узнаю после непродолжительного знакомства, я узнаю, что он никогда не приходит вовремя. Или же вовсе узнаю, что, к сожалению, несмотря на то, что он совершенно прекрасный человек, он меня периодически обворовывает и просто утягивает у меня деньги. Это та самая новая информация, которую я поступательно получаю, и она вызывает поступательное смещение моего мнения относительно друга. И, скажем, у меня накапливаются причины любить его и причины отказывать ему в этой любви. И мне приходится выравнивать, пытаться уравновесить эти причины. То есть, скажем, если поначалу нашего знакомства я на 100% его любил, то по мере того, как я узнаю не очень приятные вещи о своем друге, степень моей любви понижается до 50%, а потом, может быть, и вовсе до 25%. So it is not that
until yesterday we thought drinking or smoking is beautiful and nice, and then we learned some new information and learned that this is also not so healthy, and then we decided not to love it with like 100% but only with 50 or 20%. It is not like that. The change that occurred in opinion is that until yesterday it was totally obvious that you could only love these things, whereas today it is totally obvious that you can only hate these things. So we shifted from 100% love to 100% hatred. And again, psychoanalytically speaking, I think you find a parallel to this only probably in human love life. So when you talk to your friends who are in love, you will often hear this, until yesterday it was totally obvious that they could only love that person, and today, to the contrary, it is totally obvious that they can only hate that person. And if you observe carefully, and if you ask your friends when they fall in love, what is the reason why they love somebody, write it down for yourself into your diary, and I bet with you, like after 5 years or whenever they divorce, ask them again what is the reason why they divorce, and then they will tell you exactly the same reason. So like 5 years ago it was so great because this person was so intelligent and so brilliant and so witty, and it was such a pleasure to talk to this person, whereas today it is totally unbearable because this wisecracker always knows better and always has to have the last word, for example. So the same reason. Or yesterday it was beautiful and wonderful because this person was so caretaking and really understanding you and really caring for what you did, and today it's totally unbearable because this person is taking away your breath and you can't breathe anymore and you need more distance. So in love life you have this interesting phenomenon that the reasons that seem to be reasons in favor of love all of a sudden can be seen as the reasons why you have to break with the love relationship. Ну и не то, чтобы мы до вчерашнего дня думали, что, вы знаете, пить, курить так здорово, а потом вот сегодня нам сказали, что, вы знаете, это вообще-то не здорово, и мы начали поступательно трансформировать свою позицию и любить выпивать и любить курить на 50% меньше, а потом на 75% меньше. Нет, скорее то, что мы наблюдаем сейчас в обществе, это 100% переключение. Мы, в общем-то, знали, что вещи, которые нам нравятся, не то чтобы оказывают хорошее воздействие на наше здоровье, но переключение ценности с любви на ненависть произошло до крайности быстро. Это переключение со 100% на 100% с другой полярностью. И здесь, если наблюдать это с точки зрения психоанализа, я могу провести лишь одну достоверную параллель, и это параллель с любовными делами и с личной жизнью каждого из нас. Скажем, если вы наблюдали за своими друзьями в то время, когда они влюблялись или когда они были в отношениях, вы могли видеть, что до какого-то момента они неистово любили друг друга, но потом, если их отношения разрушились, отношения резко переключились на абсолютную полярность. И здесь я бы предложил вам, если вы знаете о каком-то из своих друзей, что он влюбился и как раз они вступают в самое-самое начало отношений, я бы рекомендовал вам, возможно, спросить, почему вы влюбились в этого человека, и когда друг даст вам ответ, аккуратно записать этот ответ в дневничок, и потом 5 лет спустя, если их отношения продержатся, если они даже заключат брак, а через 5 лет неожиданно решат развестись, подойдите к другу вновь и спросите, почему вы разводитесь. И, скорее всего, вы получите ответ до крайности похожий на тот ответ, который вы получили 5 лет назад. Причина, по которой происходит развод, будет ужасно близка причине, по которой люди влюбились друг в друга. Скажем, один и тот же набор качеств и характеристик, которые можно приписать человеку, как «я влюбился в нее» или «я влюбился в него, потому что это был умный, смешной, классный партнер, который не лезет за словом в карман». 5 лет спустя эти же качества могут описываться как «да он всегда лучше знает и разбирается во всем, мерзкий всезнайка, в споре оставляет последнее слово за собой». Те же самые качества
радикально переворачиваются. Или же в начале отношений это самый заботящийся, самый понимающий, самый открытый и близкий для вас партнер, но 5 лет спустя может получиться так, что он настолько обволакивает и не дает вдохнуть, что я просто задыхаюсь от этого опекунства. Те же самые причины могут стать причиной для конца отношений. So, philosophically speaking, we could say that we have to do here with 2 types of changing one's opinion. One type means changing one's opinion due to new facts and balancing different facts or different reasons against one another. That would be what we could call an empirical change of opinion. I learned some new information about my friend, for example. But what we have to do here with is the other type of change of opinion, not to new facts, but due to the fact that the very same facts are given a different interpretation. The very same quality of the beloved person is given now a different interpretation than before. And that we could call a change in the framework of interpretation. The facts are all the same, but the framework of interpretation has shifted, or we could say the transcendental presuppositions have changed, or to put it into a nice word or a nice metaphor coined by Karl Marx, we could say the light has changed that is being shed upon the objects. Not the objects have changed, but the light that we shed upon the objects has changed. And this occurs not only in love life, that we shift the light on the beloved object and start hating it for the same reasons for which we used to love it, but it also occurs, and it has occurred with regard to what we saw as our pleasures 30 years ago. It is precisely the same reasons why we hate drinking, smoking, sex, car driving, for which we love them, as for which we now hate them. It is not new information. We always knew that smoking is dangerous, for example, but precisely this quality is now seen in a different light. This has been nicely remarked by an American writer, Richard Klein, who has written a book entitled Cigarettes Are Sublime. And there Richard Klein says, if we had not known that cigarettes are dangerous, we would never have smoked them at all. So it was precisely their dangerous quality that made them sublime. И обращаясь к проблеме с философской точки зрения, мы можем наблюдать 2 типа трансформации мнений. Первый касается получения новой информации и поступательного накопления фактов. То есть я узнаю что-то о своем друге, и это мы можем маркировать как эмпирическая причина трансформации нашего мнения. Но есть и вторая модель, когда те же самые факты обретают новую интерпретацию. И получается, что мы не накапливаем новой информации, мы распоряжаемся все теми же фрагментами знания, которые у нас были, но этим фактом сообщается новая интерпретация. То есть это можно переформулировать как меняется дискурсивное поле, в котором эти факты существуют, меняется структура, внутри которой размещаются известные нам факты. Или же, если использовать другую философскую посылку, у нас меняются трансцендентальные допущения, трансцендентальные посылки, из которых мы исходим в отношении известных нам фактов. Или же мы можем обратиться к более легкой и более емкой метафоре, которую в какой-то момент предложил Карл Маркс. И его метафора – это метафора света. Изменился не сам объект, но изменился тот свет, который мы проливаем на объект. Объект остается прежним, но точка, из которой мы на него смотрим и из которой он освещается, становится другой. И здесь, говоря об этом свете, я бы еще обратился к формулировке американского писателя Ричарда Клайна, которую он указывает в своей работе под названием «Секреты возвышенны». Он говорит, что если бы мы не знали о том, что сигареты опасны для здоровья, вполне возможно, что мы бы не считали сигареты достаточным удовольствием. И можно сказать, что эта проблема, это радикальная смена
света, который проливается на объект, касается не только частной, личной жизни, но и целого набора наслаждений, которые ранее были близки нам как к культуре. For me as a philosopher, it was a striking discovery, and I was pretty astonished about this because I think one has to ask oneself, how is it possible at all that people start hating their pleasures? Is this not against our expectations of assuming that human beings are pleasure-seeking animals, that they want to work as little in order to enjoy as much as possible? Is it maybe possible that human beings are not so much in favor of pleasure at all? Or how is it possible that they start hating it at some moment? And I think if we look around and see what pleasures we have, we can easily find out that there is always one problematic quality about it. Whatever we take, drinking alcohol causes headache and damages the liver. Smoking, of course, damages the lungs. Partying messes up your apartment. Sex can be totally disgusting or humiliating or whatever. But even very harmless pleasures like listening to music or going for a walk have a certain problematic quality to them, because at least you must be ready to sacrifice time. You cannot economize your time as you maybe usually do it. You cannot say, I go for a walk for like 7 minutes now or something. No, if you go for a walk, you have to be able to waste time, and we are not always ready to be so generous, and we are not always ready to waste time. So this is a dimension pertaining to pleasure that Georges Bataille, French philosopher, used to call the dimension of transgression required by pleasure. Pleasure requires us to transgress our normal economy of time, of money, of soberness, of generosity, and so on. We have to be a little more generous with all of our goods if we want to have pleasure at all. And this is precisely why pleasure can be so problematic and why it is at the moment seen as so problematic. Today, people are afraid of this transgression that pleasure requires from them. И я как философ был совершенно потрясен, потому что я не мог понять, как вообще это возможно, что человек способен ненавидеть то, что доставляет ему наслаждение. Тем более, что если мы как будто бы исходим из посылки, сообразно которой человек это вообще животное, которое как будто бы создано, чтобы искать удовольствие. Человек хочет меньше работать, чтобы как можно больше времени отдавать наслаждениям. И в этой точке я остановился и решил поразмыслить, что, может быть, люди не так уж вовсе движимы принципом удовольствия. И с этого момента я решил подвергнуть критическому анализу те самые вещи, которые как будто доставляют нам наслаждение, и посмотреть, почему мы определяем наслаждение как что-то проблематичное в своей природе. И, естественно, если мы просто начнем перечислять, то увидим, что алкоголь оказывает плохое влияние на наши почки и печень, сигареты вполне логично бьют по легким, после домашних вечеринок, как правило, дома ужасно грязно и приходится прибираться, секс кто-то может вовсе счесть омерзительным, но даже такие безвинные, казалось бы, наслаждения, как прогулка по парку или просто прослушивание музыки, тоже при ближайшем рассмотрении оказываются чуть более проблематичными, потому что даже эти, казалось бы, невинные активности требуют от нас жертвования времени. Мы не можем экономично подходить к тому, что доставляет нам удовольствие. То есть сложно себе представить ситуацию, в которой вы говорите себе: хорошо, я отправляюсь на прогулку, но вот сейчас я погуляю 7 минут, и дальше все следующие прогулки тоже будут идти по 7 минут. Кажется, это так не работает. Если ты идешь на прогулку, то ты готов в какой-то степени прожигать время и позволять прогулке случаться. Но мы, к сожалению, далеко не всегда готовы быть настолько щедрыми в отношении самих себя. И здесь мы касаемся того, что французский философ Жорж Батай определял как трансгрессивное измерение наслаждения, трансгрессивное измерение удовольствия. И он говорил о том, что наслаждение вынуждает нас превозмогать и, собственно, осуществлять трансгрессию по отношению к привычной нам
экономике и нашему экономичному отношению к жизни. Наслаждение вынуждает нас превозмогать трезвость, которая нами правит, размеренность, педантичность, стремление держаться расписания, потому что лишь в том случае, если мы жертвуем этим привычным укладом вещей и способны осуществлять трансгрессию относительно его, лишь в этом случае мы способны получать наслаждение. Но именно в этот момент времени мы как будто бы не готовы жертвовать своей собранностью ради наслаждения. И это превращает наслаждение в целый клубок проблем. So I think this problematic dimension that is inherent to every pleasure that we can call a pleasure is the key to understanding how these matters function. In general, we could say probably that this refers to a quality that, again, Georges Bataille and Michel Leiris in the 1930s have called the sacred of everyday life. It is not the sacred of the religions, but the sacred of everyday life, which occurs, for example, when two colleagues say to each other, listen, today we go for a coffee together and we do not speak about work. So this is an interruption of their profane existence and it has different laws, a small interruption where a kind of sacred space opens up. To understand this properly, one has to keep in mind that the sacred is a quality in cultural life that in all Indo-European languages, and I have learned that this is also true for Russian, that in all these languages has got two names. So in English you have, for example, the holy, which is the nice sacred, and then you have the sacred, which is not so nice. This is bloody sacrifice, disgusting and violent matters. So the sacred has always got two faces to it. And in some situations, going for a coffee and not talking about work may be wonderful, and in other situations, this may be totally embarrassing. So we can say that our cultural life is divided into two spheres. On the one hand, there's the sphere of the profane objects, like mineral water. You can always have mineral water. There's no prohibition, no problem about it. And on the other hand, you have the sacred, like, for example, drinking vodka. And that is at many moments totally forbidden, for example, at work. But at other moments, for example, after work, it becomes obligatory. So whereas the profane objects are possible objects, the sacred objects are either forbidden or obligatory objects. And this is exactly what explains why they have two names and why they have these two faces to them. At the very moment when they are forbidden, they are totally disgusting, whereas at the moment when they are obligatory, they are wonderful and sublime. And what makes them so sublime and wonderful and something worth living for is precisely the fact that they are now obligatory. So, for example, when I work at home and in the evening a group of friends surprisingly comes by and says, listen, Robert, you have worked enough today, now you come with us for a beer and we have a good beer and a good talk together at the bar, then the beer becomes obligatory for me, and having that beer together with my friends who oblige me to drink it with them is the most wonderful thing I can imagine. On the next morning, maybe I do not want to think of beer even. It has become prohibited again and impossible and disgusting to me. So maybe just one more sentence. So what we have to say here is that obligation is an obligation to celebrate the object, and precisely celebrating the problematic object turns it from a disgusting object into a sublime object. Thank you. И здесь как раз в проблематичном измерении наслаждения как будто бы и кроется ключ к тем ценностным изменениям, которые мы наблюдаем. И Мишель Лерис и Жорж Батай в 30-е годы 20 века как раз определили это, когда ввели понятие сакрального повседневной жизни. И говоря об этом сакральном, они вовсе не имеют в виду какое-то священное, церковного толка сакральное. Это как раз
сакральное, примером которому может служить следующая ситуация. К примеру, пара коллег говорят друг другу: давай сейчас вырвемся на чашку кофе, и вот пока мы пьем кофе, мы вообще не разговариваем о работе. И таким образом они совместно производят разрыв повседневности, который на время приостанавливает привычный порядок и в то же время позволяет им открыть и вместе создать такое пространство сакрального, в котором привычное течение дня нарушается и на время останавливается. И здесь, говоря об этом сакральном, нам следует рассмотреть сакральное как качество и то, как оно понимается в европейской культуре. Если мы обратимся к индоевропейским языкам, и, как я сегодня узнал, это правило касается и России тоже, если мы обратимся к самому термину «сакральное», мы увидим, что в языках индоевропейской группы для него есть два слова. В английском это как раз holy и sacred, в русском это сакральное и священное. И как раз священное, holy, в английском остается таким благостным, священным, которого ты причащаешься и чувствуешь себя великолепно, в то время как вот в традиционном сакральном кроется немало крови и жестокости, потому что внутри этого есть сама идея жертвования и жертвоприношения, потому что сакральное и sacrifice стоят очень близко друг к другу. И через это мы можем наблюдать такую внутреннюю двуличность сакрального, которая всегда скрывается в каждом его проявлении. Потому что та же самая ситуация, в которой коллеги пьют кофе и не говорят о работе, в одном изводе может быть прекрасным времяпровождением, а в другом может превратиться в медленный ад для обоих участников. И, возможно, с этой двуличностью нам и стоит поработать чуть внимательнее. Если мы посмотрим дальше на эту оппозицию, если мы взглянем на отношения профанного и сакрального, то мы увидим, что для профанного, то есть для повседневного, у нас как будто бы в ходу нет никаких дополнительных слов. Профанное всегда находится в плоскости возможного. Скажем, к профанному или к повседневному мы можем отнести минералку. Минералку мы можем выпить в любой момент времени, потому что она есть, и нам никто и не запрещает, и никто не давит на нас, чтобы мы не пили минералку или пили ее. Захотели — выпили. Но если мы говорим о сакральном, и, к примеру, скажем, что под сакральным мы здесь имеем в виду водку. Водка большую часть времени для нас находится в плоскости запрещенного. Мы не то чтобы пьем ее в течение дня, но наступает момент, в котором это сакральное из запретного переходит в разряд обязательного к употреблению. И здесь мы снова видим двуличность сакрального в действии. Сакральное жестокое остается для нас запретным и ужасным, но в то же время это же самое сакральное имеет оборотную сторону, и в этой оборотной стороне, когда оно маркируется как обязательное к употреблению, оно становится тем самым возвышенным, к которому мы хотим причаститься. Примером здесь может быть следующая ситуация. Я сижу дома, работаю над текстом, и в какой-то момент вваливается группа друзей и говорит: «Роберт, все, хорош, наработался, вот сейчас мы пойдем, хлопнем пивка». В этот момент пиво, которого до этого в моей картине мира не существовало, за счет появления друзей по-хорошему становится для меня обязательным. Мы вместе отправляемся в паб, отлично проводим время. По-хорошему здесь я соприкасаюсь с повседневным сакральным в его приятном изводе. Но на следующее утро, вполне возможно, при мне даже не стоит говорить слово «пиво», потому что оно снова перейдет для меня в разряд запретного, ужасного, и я постараюсь вообще не думать о пиве как о чем-то, что когда-либо существовало. И здесь, через это, мы вновь начинаем различать странную двуличность, которая заложена в нашем понимании сакрального внутри повседневного. Один и тот же объект, одно и то же действие может большую часть времени находиться в области запретного сакрального, но в какой-то момент переключиться в область обязательного. И когда оно становится обязательством, я должен получить удовольствие. So the very fact that the group obeys to a social imperative to celebrate some dirty matter or some problematic good, this very fact allows the group to transform the quality of this matter from a problematic into a wonderful quality.
So maybe you have similar experiences in some levels of culture. I have, for example, a group of friends who like to watch Eurovision Song Contest. I don't know, you know this pretty kitschy festival of pop culture. And what is funny about this, nobody of these friends alone would ever watch that. So it is only fun to go together and watch it and bet who will win and so on. It is a totally silly pleasure, but it is only possible in a group where you are able to transform this silliness into something sublime. And maybe similar experiences occur when people decide to watch soccer, even if they never watch soccer alone or so on. So the imperative exerted by the group allows all the members of the group to do something that they would never do alone for themselves. And precisely the fact that they do that gives them a kind of transformative power. It is like a magic trick, something that until 5 minutes ago appeared to you as kitschy and disgusting, now under the group spell can be transformed into something wonderful, and you can have a wonderful evening. So precisely this is the reason why celebrating of groups also requires a problematic material. Only with a problematic material, the celebrating group can exert its magic transformative power with regard to these materials. This is the reason why you can never celebrate an adult friend's birthday just with mineral water or with juice. Yeah? It will never be a party. So you need some problematic things, something that will maybe cause you a hangover or something, and then you can feel this wonderful power of the group to celebrate and to turn this into something sublime and into something that is worth living for. И когда группа подчиняется социальному императиву, именно за счет самого этого императива возможна трансформация явленной материи, тех ценностей, которые сообщаются этой материи, ровно через социальный императив. И я не знаю, насколько предлагаемый мной пример будет вам близок, но некоторые мои друзья очень любят смотреть Евровидение. Я не знаю, знакомы вы с ним. Это ужасно кичевый фестиваль, который, как-то очень глупый, с песенными номерами. И, в общем, они собираются группой и совершенно с гигантским упоением и удовольствием смотрят его. И здесь важное замечание. Никто бы из них не решился смотреть Евровидение в одиночку. Вместе же они собираются, как раз договариваются, садятся и начинают с упоением засматриваться, делать ставки, кто пройдет в финал. И это глупое занятие за счет того, что друзья собираются в определенную группу, они способны превратить этот, казалось бы, глупый фестиваль в совершенно возвышенное эстетическое переживание. И вполне возможно, аналогичные вещи происходят с теми, кто не решается смотреть футбол в одиночку, но стоит всем собраться вместе, как футбол обретает это возвышенное измерение. И группа таким образом позволяет делать в отношении каких-то материй или феноменов то, что один человек в одиночку никогда не сможет этого с этим материалом сделать. Группа располагает тем, что можно, наверное, маркировать как некоторая сила преобразования. И по-своему это можно считать даже магическим трюком. Скажем, собирается группа друзей, начинает смотреть абсолютно кичевую штуку, но потом действует эта магия общности, которая превращает это в волшебное, взаимное, совместное переживание. И вот почему группам, которые хотят что-то отпраздновать вместе, так нужен проблематичный материал. И ровно поэтому мы не можем отмечать день рождения друга, когда мы собираемся в такой взрослой компании, мы не можем отметить этот день рождения, просто выставив на стол минералку и сок. Нам обязательно нужен алкоголь, нам нужно что-то, что может уронить нас в ужасное, тяжелейшее похмелье, что-то, что, тем не менее, сможет нам обещать магию праздника. So I think here we can come also to a political explanation why these matters have become problematic for us right now or since the 1990s in Western countries. I think we can say what happened is under neoliberal economy,
a privatization of public space. And everything that used to be public is now seen under a private perspective, which means also that everything that used to be sacred is now treated as if it were profane. And so people ask themselves, do I really want that? Is that really good for me? And of course, with alcohol, smoking, sex, and so on, it is almost never possible to want that. Just like with the song contest, nobody really wants that. Only under the condition of celebrating, it becomes likable and wonderful. But under neoliberalism, I think we are trained to make judgments about things only according to our own perspective and not according to the perspective that the group can provide. And I think to add a second argument here, I would claim that neoliberalism has an ideological superstructure, which is postmodernity. And postmodernity was the kind of embellishment of neoliberal economic privatization. And it did the same with the privatization of feelings. As you may know, in postmodern societies, everybody focuses very much upon their feelings, and their feelings are always treated as if they were true. So if I feel embarrassed, who are you to tell me that I'm not embarrassed, for example? So what you feel is true. This somehow makes people unable to transcend themselves and come to a different judgment, and it makes people unable to transgress themselves with the help of a group. Whenever a group comes and somebody feels that something is not nice, they feel under the dictatorship of that group. You think that vodka is fine, but how should I feel that? So people feel a kind of anti-authoritarian impulse to somehow rebel against their social resources. And that makes them today so unable to see the sacred matters from their sublime side, to see the sublime face of the sacred matters. I feel reminded here of a nice little novel that maybe you know. Heinrich Heine, German poet in the 19th century, wrote a beautiful little novel entitled Gods in Exile. Sigmund Freud refers to that novel in his study on the uncanny, das Unheimliche. And Heine's novel that happens in Austria is about some bit dangerous people that at night appear at an Austrian lake and want to be shipped to an island in the lake, and there's just one sailor who's ready to do that, and after a while he finds out that these are the Greek gods, and they're just so nasty and so threatening because nobody celebrates them anymore. So the very gods, that's the moral of this story, the very gods that we ceased to celebrate, that we stopped to celebrate, become our demons. The good side too is there are no other demons than the gods that we don't celebrate. И у описываемых методов мы можем обнаружить и политическое измерение, и политическое объяснение, которое, по крайней мере, подскажет нам, почему методы сакрального, методы достижения возвышенного становятся сегодня такими проблематичными. И до какой-то степени мы можем объяснять это произошедшими, опять же, это касается западноевропейского примера больше, мы можем объяснить это неолиберальной экономикой, которая в одной из активностей этой экономики была приватизация публичного и превращение казалось бы, частных и важных для нас в частном порядке событий во что-то общее. И та же самая неолиберальная экономика привела к тому, что она демонтировала существовавшее групповое сакральное, превратив это в очень индивидуализированное профанное. То есть в отношении тех же сигарет и алкоголя довольно глупо задавать частный индивидуальный вопрос, нужно ли это мне или хочу ли этого я. Ну, довольно странно желать курения сигареты, если ты мыслишь себя как абсолютно атомизированного субъекта, который существует сам по себе и вне социальных отношений просто протягивает руку и закуривает сигарету. Стремление к алкоголю и тем же сигаретам объясняется через групповое чествование, через групповое празднество.
И неолиберальное общество как раз-таки учит нас мыслить себя и помещать себя за границами группы. Мыслить себя как частного, отдельно взятого индивида, который все меряет в отношении собственной полезности. Точно так же у неолиберализма мы обнаруживаем и идеологическую надстройку, которой может считаться идеология постмодерна. Потому что, как вы можете знать, постмодерн отстаивает приватизацию чувств. В обществе постмодерна каждый из нас постоянно регистрирует какие-то чувства, которые он переживает, и более того, он постоянно уверен в том, что эти чувства, безусловно, истинны. И поэтому внутри общества постмодерна мы можем себе представить ситуацию, в которой вы можете резонно кому-то сказать: кто ты такой, чтобы говорить мне, что я не раздражен? Я чувствую, что я раздражен. Соответственно, мерилом истинности собственных чувств становится твоя собственная возможность их переживать. Но вместе с этой приватизацией чувств неолиберализм как будто бы забирает у нас способность к превозмоганию границ индивидуального, к тому самому трансцендированию, которое нам обещает группа. Неолиберализм, возвеличивая наши частные чувства, отказывает нам в возможности трансгрессии и возможности совместного внутригруппового преодоления границ нашей частной субъективности для того, чтобы пережить вместе какой-то праздничный опыт. И здесь я бы обратился к примеру маленького и очень хитроумно выстроенного рассказа, который в определенный момент написал немецкий поэт Генрих Гейне, и рассказик называется «Боги в изгнании», и к нему обращается Зигмунд Фрейд в своем исследовании о жутком «Unheimliche». Вот. Сюжет рассказа такой. В какой-то момент на австрийском озере, у австрийского озера появляется какая-то группа страшных и очень угрожающих людей, которые требует того, чтобы их перевезли с одного берега на другой. И никто не решается этого сделать. Потом в какой-то момент один моряк все-таки принимает решение о том, что он перевезет этих страшных людей. И когда они рассаживаются в лодке, и они уже плывут через озеро, он неожиданно понимает, что перед ним греческие боги. И они такие злые и такие напряженные ровно потому, что их больше никто не чествует. Больше никто не хочет восславлять их. И поэтому боги, которые лишены внимания группы, превращаются в демонов. И таким образом внутри этого рассказа срабатывает следующая логика. Если мы отказываем богам в внимании, которое мы ранее им давали, мы тем самым создаем из них демонов. So I think Heine's little novel gives a very good image of what has happened to us in Western cultures in the last 30 years. When talking about our pleasures, we could say our former gods have turned into our demons because we have become unable to celebrate them. All our former pleasures are now demons: alcohol, smoking, sex, car driving, and so on. What occurs now in contemporary politics is a constellation where you have on one hand these pleasures that are turned into demons, the sacred that shows itself from its threatening side, that shows its bad and dangerous face, and on the other hand you have a kind of reason that counts against it. It's unhealthy, it's not ecological, it's not secure, and so on. So to put this into one phrase, one could say, on one hand, we have got the filthy sacred, the dark sacred, and on the other hand, we have like pure reason. And here one thing is striking, because this pure reason is always very convincing. If we say security is in danger, of course, we are immediately ready to sacrifice a lot. And if we say that health is in danger, we are also able or ready to make immediate sacrifices. And if we say the environment is endangered, we are also ready to sacrifice everything almost immediately. But the funny point about this, and this is a point about which
current technocratic policies like in the EU and in the OECD prevail, they always make politics out of the obvious. Who will be against health, or who will be so crazy to be against ecology? Nobody, of course. And who will be so crazy to be against security? Of course, nobody. And so we get trained to be very ready to sacrifice everything for these issues of apparent reason. But if you look closely at it, we can see one funny paradox. If we are ready to sacrifice everything for health, for example, then we do not only sacrifice everything else, like pleasure, fun, enjoyment, but we even sacrifice health itself. So there's a new clinical diagnosis established by medicine in the last years, which has the name orthorexia, orthorexy. This is a disease that occurs when you only eat healthy food. So when you sacrifice everything for the sake of health, you even sacrifice your health. And the same occurs, for example, when you sacrifice everything for the issue of security. As we could see, for example, after the London subway attacks, people tended to sacrifice everything for security, and then the police forces were allowed to shoot at people without warning, and then they shot some innocent people, of course, and so on. So when we sacrifice everything for the sake of security, we also sacrifice security itself. This is a very important point that we always have to keep in mind when we talk to people from the EU or from the OECD. Can you please clarify what OECD? The Organization of Economic Development and Cooperation. It has a different shortening. Yeah. Yeah. А у нас будет время на вопросы-ответы? Yeah, we'll have time for Q&A. But let me give this. И, возможно, именно этот занимательный рассказ Гейна позволяет нам объяснить, какие перемены произошли в нашей культуре за последние 30 лет, и как наши прошлые боги неожиданно стали нашими сегодняшними демонами. И почему мы разучились их, видимо, потому что мы разучились их чествовать, и таким образом пустили под ноши те давние удовольствия, как алкоголь, секс или быстрая езда на автомобилях. И, возможно, если мы посмотрим на современную политическую обстановку, мы увидим, как ее определяет целый клубок проблематичных точек. В частности, это бывшие боги, которые стали нашими нынешними демонами. Затем жестокость, декларируемая жестокость сакрального и сокрытие второго лица сакрального. Ну и, наконец, явление разума, которое только и делает, что постоянно свидетельствует против наслаждений, отказывая каждому из нас в их переживании. И если попробовать это суммировать в пределах одной фразы, возможно, это можно сказать так. С одной стороны, кроется такое мрачное сакральное, а с другой ему противостоит кристально чистый разум. И если мы говорим об этом чистом разуме, он до невозможности оказывается убедительным, потому что кто в здравом уме будет выступать против здоровья или против поддержки экологии или против безопасности? Во имя этих целей мы как будто бы моментально готовы жертвовать чем угодно, лишь бы обеспечить явленность этих категорий. И в какой бы среде мы ни оказывались, мы способны отказаться, как только к нам обращаются с призывом отказаться во имя чего-то еще. И если мы посмотрим на технократическую политику, которая сейчас осуществляется в странах Евросоюза и в странах Торгово-промышленного союза, видимо, извините, я точно не знаю, что такое OECD, вы увидите, что эта технократическая политика исходит из постоянно очевидных посылок. Политики обращаются к нам с призывом отказаться от тех или иных прав или от того или иного действия во имя здоровья и во имя безопасности, и мы все время готовы жертвовать. Но если мы приглядимся к тому, как это жертвование осуществляется, то мы обнаружим достаточно забавный парадокс. И если мы вглядимся, к примеру, в то, как мы жертвуем что-то во имя здоровья, мы способны утратить и само здоровье через это жертвование. Недавно Всемирная клиническая организация ввела диагноз ауторексия, которым маркирует тех, кто питается исключительно здоровой едой и получает проблемы со здоровьем, потому что они питаются исключительно здоровой едой. Таким образом, жертвуя что-то ради здоровья, мы
можем потерять его. Если же мы взглянем на безопасность, то здесь происходит та же самая история. Мы можем ее лишиться. После взрывов в лондонском метро жители Евросоюза достаточно поспешно отдали часть своих прав, позволив, к примеру, полицейским стрелять без предупреждения, что привело, безусловно, к жертвам среди невинного населения. И таким образом, во имя безопасности мы частично от этой безопасности отказались. И эти вещи следует помнить, когда вы говорите с людьми, которые проживают в Евросоюзе. I make a very brief point to conclude this first session before we go to questions and answers. What we can see here is that if we sacrifice everything for the sake of some rationality, then we sacrifice rationality itself. So in being rational at any price means that we become rational in a totally irrational way. And that means to really be rational would require for us to be rational in a rational way. And that would mean that we could also allow ourselves for a little folly from time to time. That would mean to be rational in a rational way. We can observe the same thing a little bit when we watch little children when they discover rationality. So then there are some children who totally fall for this and they become totally reasonable. It is this kind of pre-grown up children. They are all the time like adults, but they are adult in a very childish way, so they don't understand why adult people do such silly things like fall in love or drink alcohol or something. So these kind of children are, I think, the model of what we are becoming currently in the Western world. We are all like these children who don't drink alcohol and stay away from sex and so on. And to conclude this, I found a nice remark by the ancient materialist philosopher Epicurus, who said such a thing about a rational principle, the principle of moderation. You know, Aristotle held moderation in high esteem, so we should do everything but in a moderate way. And Epicurus added a very nice point to this. He said, moderation is very fine, but if you moderate yourself, don't forget to do it in a moderate way. So moderate yourself only in a moderate way. Otherwise, you will fall into excess again. And I think this is precisely the situation that we find ourselves today. We are in a kind of excessive moderation mood. And to conclude this, I think we come back here precisely at the issue of sovereignty that Georges Bataille has raised, because when we subject ourselves totally to rational issues like health, security, ecology, and so on, then we forget that we do not live for these things. Bataille has put this very nicely when he said, of course we have to eat in order to live, but we do not live in order to eat. And this is precisely the difference between a practice that serves our life and practices where we are the masters of our life. We may have to work all the week, and then we serve our lives, but at the weekend, maybe we want to party and speak on eye level to our life and say, life, I have worked for you the whole week, but now show me what you can offer to me. Then Bataille has stated, then we are sovereign masters of our life, and we must never become total slaves that just serve their own lives. Then we also become political slaves, and then we lose all solidarity that allows us to transform nasty things into sublime things. Thank you very much. Да, мы оказываемся в странной ситуации, когда вы уже поаплодировали, а тут еще столько всего переводить. И если мы оказываемся в ситуации, если мы оказываемся в ситуации, в которой мы
жертвуем столь многим ради управляющей нами рациональности, то мы как будто бы отказываем себе в этой самой рациональности и начинаем, если мы пытаемся жертвовать ради рациональности любой ценой, то мы ведем себя нерационально, хотя реальная рациональность как раз-таки и кроется в том, чтобы рационально подходить к себе рациональным образом. И рациональная рационализация по-хорошему позволяет нам до какой-то степени выпадать из привычного положения вещей и разрешать себе это отдаление от следования постоянному регламенту. Возможно, полезным примером для нас будет обращение к детям, в тот самый момент, когда дети открывают для себя вообще, что такое рациональность. Они играют друг с другом и неожиданно понимают, что они могут полностью действовать сообразно требованиям разума. И в этот же момент они начинают себя вести как взрослые. Но проблема детей в том, что они начинают себя вести как... Они пытаются вести себя как взрослые, но делают это ужасно по-детски, потому что они не видят в этом никакой меры. И им уж тем более сложно понять, почему реальным взрослым приходят в голову такие глупости, как напиться или влюбиться. Ребенок, который чувствует себя взрослым, просто не способен этого принять. И вполне возможно, что если мы взглянем на современный нам западный мир, возможно, именно взрослые дети и есть та самая модель, по которой выстраивается наше современное общество. И, наверное, чтобы завершить это высказывание и уже перейти к сессии вопросов-ответов, я бы хотел обратиться к древнегреческому материалисту Эпикуру и к его высказыванию о принципе умеренности. Как вы можете знать, умеренность для древнегреческой философии имела особое значение, и Аристотель вовсе считал, что как раз истинное благо кроется в умеренности и не в чрезмерности, и что истинное достоинство возможно исключительно через него. И Эпикур сделал к этому достаточно красивое добавление. Он сказал, что умеренность хороша, но умерять себя следует умеренно. То есть, опять же, надо отслеживать то, каким образом ты ограничиваешь себя в том или ином действии. И если мы возвращаемся к большим поставленным ранее проблемам, таким как жертвовать чем-то ради здоровья или жертвовать чем-то ради безопасности, здесь нам следует помнить важную вещь. Мы не живем ради здоровья вообще и ради безопасности вообще. Это достаточно прекрасно суммировал, опять же, Жорж Батай, когда говорил о суверенности и о соотнесении суверенности и принципа наслаждения. У него была прекрасная, емкая формулировка. Конечно же, мы едим, чтобы жить, но мы не живем, чтобы есть. И нам следует помнить это, когда мы осуществляем повседневную практику нашей жизни. Потому что, да, каждый из нас может честно работать всю неделю от и до, но в выходные... Кажется, мы можем тусоваться, и мы можем поймать этот момент, когда мы встречаемся с нашей жизнью лицом к лицу и говорим: да, я работал всю неделю, чтобы пережить этот момент истинного откровения и сближения с тобой, но я не работаю во имя работы, я не служу своей собственной жизни, и я не становлюсь рабом регламента, который подчиняет меня себе. Всегда есть пространство, в котором я заявляю свое суверенное право на то, чтобы осуществлять жизнь так, как я считаю это возможным и нужным. Если же мы об этом праве забываем, то мы лишаем себя возможности переживать хоть какое-либо наслаждение, а если мы это себе разрешаем, то мы оставляем хоть какой-то шанс на то, что мы способны вместе создавать и переживать возвышенное. Да, дорогие друзья, я сразу скажу, что мы, к сожалению, ограничены регламентом, поэтому буквально мы 5 минут, наверное, выделим на вопрос аудитории и выделим немного времени для того, чтобы вы смогли подписать книги, которые, еще раз повторю, можно приобрести вот на столике сзади вас. И прежде чем мы начнем, давайте, пожалуйста, еще раз поблагодарим Роберта за шикарный доклад и за виртуозный перевод Дмитрия Безуглова. Да, спасибо большое. Поднимайте руки, и мы передаем вам микрофон. Вот уже вижу. При этом атомизированное общество, оно же оставляет человека один на один с его демонами. И собирание в коллектив не является ли функцией поддержки, чтобы бороться со страхом? И второй вопрос.
атомизированное общество – это конец истории? Thank you very much. You're totally right. Of course, fear plays a key role. Not the only agent on the field. You could also speak of anxiety. You know, there's the difference Freud makes between anxiety and fear. You can also speak of disgust. So there are several affective forces that work here against pleasure. But I would always sum them up as precisely those affects that hinder us from transgression in Bataille's sense. So, all these affects stand against our ability of transgression, and our positive force is only the imperative to enjoy exerted by the celebrating group. And second question, you are right that atomized society is the most hostile society against pleasure, precisely due to this reason. But I am hopeful that it is not the end of history. Большое спасибо. Касательно первого вопроса, вы абсолютно верно замечаете страх как движущую силу, но это вовсе не единственный агент, который здесь действует. Мы также можем выделить отчаяние, и Фрейд проводит достаточно жесткое различение между отчаянием и страхом. Мы также здесь можем указать отвращение, и их мы можем собрать как некоторые аффективные силы, которые удерживают аффективные силы, которые оказывают воздействие на каждого из нас, но я предпочитаю собирать их под единым определением как аффекты, которые удерживают нас от трансгрессивного переживания, аффекты, которые удерживают нас от возможности получить удовольствие. Нас как группа, которая хотела бы получить и могла бы получить удовольствие. Касательно вашего второго вопроса, безусловно, индивидуалистическое общество до крайности враждебно настроено к самой возможности наслаждения, но я бы все-таки надеялся не считать его концом истории. Скажите, пожалуйста, о структуре книги. Почему вы выбрали именно такие разделы, как вы их, почему именно таким образом озаглавили? Может быть, это отсылка к чему-то, да? Ну, то есть интересно, как вы собирали книгу, да, как структуру. Спасибо. Thank you very much. You know, I discover my books always after the fact. So I write small articles and make small investigations for certain occasions. And all of a sudden I notice that like 3 or 4 parts of that build a whole and fit together under the condition that I add like 2 or 3 new parts. And then I kick out like 3 of the old parts, add 3 new parts, and all of a sudden it fits together. This is how writing works for me. So I've almost never made a book really from scratch with a total concept in advance, but I discovered them after the fact. But I always try to open the book up with a kind of programmatic essay that, like in a monad or in a total part, sums up the whole idea of the other parts and opens up the ways that lead to them. Большое спасибо за ваш вопрос. Честно говоря, я обнаруживаю, что книга получилась уже после того, как я ее практически сделал. Но работаю я следующим образом. Вначале я скорее пишу какие-то малые статьи, которые посвящены тому или иному поводу. И потом с течением времени я просто вижу, что, кажется, статей собралось на целых 3-4 части внутри книги, которые вполне могут составить некоторые целые. Я начинаю просто эти части подгонять и вижу, что они способны образовывать некоторые целые издания. В том случае, если я добавлю еще пару текстов, после чего я сажусь, пытаюсь эту пару текстов добавить, что-то выкидываю, что-то вставляю обратно. И таким образом получается более-менее целостно собранная книга. Но я никогда не действую из позиции, в которой я сажусь, заранее что-то придумываю, а потом из этого всего начинаю делать книгу. Но в любом случае, собрав эти различные статьи, я стараюсь подготовить такое программное эссе, которое бы как лейбницевская монада или как смогла бы представить через часть все целое, которое в книге явлено. И вот, наверное, последний вопрос, к сожалению. По вашим словам, мы не можем экономично подходить к тому, что доставляет нам удовольствие.
И, наверное, хотелось бы узнать вашу точку зрения на ваше же высказывание. Нужно ли соблюдать эту грань и экономично подходить к тому, что доставляет нам удовольствие? И есть ли в этом смысл? И, конечно, как соблюсти эту грань? Thank you very much. Well, this was precisely the point that I tried to make with this idea that you have to be rational in a rational way. This is the resource of rationality that leads to pleasure. When you find out that sacrificing everything for rationality turns rationality itself into irrationality, then you have the anchor that allows you to think in a rational way that is friendly to pleasure. I think the key book for that idea is an old text by Erasmus from Rotterdam, The Praise of Folly. There you have precisely this idea that folly and pleasure, folly pleasures are a product of rationality itself. But of course, as you rightly state, today economics and today politics are very much against this kind of rationality, and this is precisely the point where they themselves become irrational. Да, большое спасибо за ваш вопрос. В общем-то, я действительно хотел озвучить этот тезис, когда говорил о том, что нам следует быть рациональными, нам следует рационально подходить к собственной рациональности, и нам, или нам следует разумно подходить к требованиям разумности. Здесь, сори, на самом деле, я не знаю, какой лучше перевод предложить. К сожалению, я как начал говорить рациональный, так и запер вас в этом. Можно было и через разум, наверное, начать. Возвращаясь к ответу, когда мы жертвуем всем во имя рациональности, мы тем самым оказываемся в иррациональном состоянии. Но я же как раз отстаиваю необходимость якоря, который позволяет нам рационально относиться к тому, что мы делаем, но в то же самое время позволять этой рациональности быть дружелюбной в отношении наших наслаждений. И здесь, наверное, ключевым текстом, который иллюстрирует этот тезис, ключевым для меня, можно считать в достаточной степени старый текст Эразма Роттердамского «Похвала лени». По-моему, он так переведен. И это как раз текст, который восхваляет абсолютно, казалось бы, бесполезное времяпровождение. Но, к сожалению, использование этого текста в контексте современной политики или экономики не кажется полезным, потому что политическая и экономическая ситуация сегодня как будто бы отказывает нам в этой умеренной рациональности и стремится жертвовать всем во имя требований разума.